Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Недомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leste Games. Сегодня у нас на обзоре средний польский танк CS-53, вот такая вот тачка. Ну и конечно уже по сложившейся традиции всегда мы начинаем с бронирования танков, и этот танк будет не исключение. Go! Итак, Collision модель нашей тачки. Корпус. У нас хорошие углы наклона брони. Ну и давайте смотреть, а что там есть. А там практически ничего-то и нет. 60 мм фактического приведенки почти 90, нижний 46, ВЛД 118, вверху 116. И, конечно, по корпусу это очень слабый танк. Касаемо башни, давайте с маски орудия. Кругляк вокруг ствола 130, ни о чем. Вот эта квадратная деталь, да, 260 уже что-то. И плюс вот здесь рикошет, потому что она вытянутая маска. Касаемо самой башни, хоть она и сферического, так сказать, сферической формы, да, и как правило здесь вот самые ослабленные места, к сожалению, у нас 130 миллиметров всего фактического бронирования, они в приведенке есть 130, полный картон 156, 140, то есть тут все полный картон. Вот здесь уже более-менее начинает расходиться, но кто вам сюда будет вот сюда стрелять, 300, да, там 350, когда вот эти места, ну прям ну, вообще жесть. 95 один люк и обзорный прибор. Ну, тут местами 95, 60, вверху 60. Боковое бронирование 60. И это говорит, что CS-53 может танковать от борта вполне себе успешно. Главное не передоворачивать. Вот так. Вот так может. Соответственно, спереди в лоб у нас есть броня в маске и краевые. Все остальное полный картон. Такая вот броня. Так, с броней разобрались. Давайте смотреть основные модули. Так, по основным модулям. У нас 3 пушки 7, 8 и уже по сложившейся традиции на большинстве танков 9 левелов. Альфа и бронепробитие на стойке 100 миллиметровки здесь у нас и притоп. В принципе, такая альфа вот на этих пушках позволяет нормально играть на этой машине, поэтому там потеть, корячиться, заходить свободным опытом на CS-53 вполне себе не стоит. Можно наиграть на этих орудиях. Здесь достаточно комфортное время сведения. Разброс, конечно, не самый лучший на CS-53. Уж извините, какой есть. Но вот так вот. Топовое орудие отличается как раз улучшенным разбросом. 0.38. Время сведения такое же. Заряжается почти 9 секунд при альфе в 300. Нищая альфа при таком КД. 212 пробития на основном, 290 на голде. По поводу башни. Основное отличие у нас здесь чуть-чуть прибавляется брони, да, и увеличивается обзор на 10 метров. Обязательно качайте топовую рацию, топовый двигатель. 710 лошадей против 580, а это как минимум плюс 30% прибавит вам к подвижности. Вот на стоковом двигателе у вас просто сгорит жопа играть на этом танке, поэтому самое первое, что вам надо прокачать, это топовый двигатель. По поводу ходовой, 44 градуса. И здесь у нас 40. И, по-моему, без топовой ходовой не ставится топовые башни и топовое орудие. Так что качайте. По полевой модернизации качайте обязательно. Так. Ох. Здесь легкосплавные узлы крепления. Здесь я бы рекомендовал качнуть, улучшить прицел, разброс наш, да, и антибликовую маскировку фар. Вторым слотом мы берем разведку, тем более, что мы будем обязательно катать на просветленной оптике. В первый слот турбину, дальше досел. Снаряды основной у нас ББХ летит 966, почти косарь, это комфортно. Голда, в принципе, кумулятивный снаряд летит почти 900 метров в секунду, что тоже себе вполне себе приятно. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я доп. Паёк пихнул. 4 члена экипажа перки вы сейчас наблюдаете перед собой в табличке. По плюсам и минусам машины в целом. Более-менее комфортная подвижность. Это плюс. По пушке у нас здесь, ну как, присутствует, да, у военной минус 8. Это не прям совок. Пушка-то все-таки гнется, но в ней, правда, здесь в башне нет брони. Отыгрывать будет тяжело. Комфортная скорость полета снаряда. Неплохое пробитие.
И альфа более-менее тоже. При КД ну, чуть меньше 9 секунд, 300, ну, более-менее, назовем это так. Вот, по живучести у нас 1300 хп, чуть больше стандарта, в принципе, нормально. По подвижности 55 вперед, 20 назад, почти 20 лошадей на тонну, я уже говорил, нормально. По незаметности у нас почти 35%. И, кстати говоря, у нас перки не до конца вкачаны, то есть здесь можно на 38% под 40 точно рассчитывать незаметность. Потому что силуэт у CS, он такой приплюснутый к земле. Поэтому среди других, сравнивая там СТ-шек 8 уровня, здесь достаточно реально хорошая незаметность. По обзору, ну, 450 метров, норм. Предлагаю же отправляться в бой, поедем посмотрим, как CS-53 играет в современном рендере. Погнали. Так, попали на перевал. Попали к 10-м левелам. Очень плохо. Ну, что поделаешь. Наверное, поедем через мост. Попробуем проскочить. Тяжи 4. И, может быть, получится их остановить, если они полезут на наших. Обзор боем CS-53. Польский средний танк, проходная прокачиваемая ветка 8 левела у нас. Да. Вот такая у нас подвижность. Пилот тоже решил поиграть на мосту, походу. Нифига себе тут какие граждане. В ангар, родной. Нахер толкает. В ангар сейчас поедет. БЗ это плохо.
чё, 3К суммы есть? Тихо, тихо. Хорошо, а Иш хотел убить меня на бабахе. Так, 4К суммы. Главное теперь не обосраться. Что называется. Не подставить. ХП у меня мало. Блин, 4К суммы на CS-ке это хорошо. Хороший результат. Бой еще, в принципе, тащится. Давай, езжай. Помощь. ХП у меня нету, помощи. А, БЗшка отъехала. Все, гуд. Все отлично. Окружить было бы неплохо. Все добро. Отжахали всех тут. На мост надо вернуться. Блин, убил Скорб. Ну, ребята, 5200, наверное, суммы получится, да? Я думаю, наши должны затащить, выиграть. Блин, Фош, ты куда? Не разбейся. Не разбился. Хорошо. Красавчик. 5 с лишним К суммы, господа. Это хороший результат для CS-ки. Ну, прям реально неплохой. Давай, Фош. Будем смотреть сейчас за Фошом. По CS-ке, ребят, не всегда получается так хорошо сделать суммы. Все-таки отсутствие брони — это очень важный момент для этого танка. И, к сожалению, ну, это так. Аппарат реально без брони. Удалось хорошо посветить, хорошо пострелять. Но по Скорпиону неудачно я вышел, конечно. Глубоко вышел, скажем так. Прежде чем засветил Скорпа.
Опа. Удачненько тут. Так, еще. Давай, 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 быстрей. Хорошо. Промазал. Естественно, не пробил. Да, этот пробил. Ха-ха! Офигеть, дуэль. Да. Слушайте, ну нормально, 12-10 по ХП ведем. Хотя у них тяжелый респы. Что тут даже ныть, говорить? Да это реально. Вот что Т-95 у нас стоит. Стоп, а он что с ним? Фуловый! Ё-моё, пока этот доедет теперь. Это Т-95 надо ехать рашить. Да. Все, Скорп отлетел. Все тут понятно. Арту сейчас перебить, это уже дело техники. Давай, езжай. Ну, победа. Замечательно, что такой настрел и на свет у нас не пройдет бесследно. И ЦС-ка показала в этом бою хорошие результаты. Ну, это скорее исключение. Светит ЦС-ка всегда хорошо, по сути. Скорость, подвижность у нее, ну, более-менее. Вперед, вперед. Чего ты боишься? Шпрот, уже одна арта осталась. Езжай, помрешь, так помрешь. Вот игроки тоже. Да. Сейчас вам еще ее искать надо. Осталось 3 минуты. Он на захват стали, пусть сама выезжает. Артоводы наши приготовились, свелись. Вот она. Все, гасите. Все, победа. Ладно. Бой против, напоминаю, 10-х и 9-х левелов. Мы играли на 8-ке, на картонной 8-ке, да. Но смогли показать хорошие результаты в этом бою. Давайте уже. Насколько хороший танк? Ну, в первую очередь, все используют эту тачку в основном из-за спин ваших союзников, пусть даже СТ-шек, да, потому что, ну, нет брони. И как ЛТ, то есть она светит хорошо. Вот ее основные задачи. Поддержать группу СТ, посветить и все такое. 4-е место по урону. На свет 2860. Итого у нас, ну да, больше 5К суммы. Вот, играли на голде, поэтому ушли чуть-чуть в минус. Хорошая ли эта машина? Да, низкий силуэт, нормальная подвижность, хорошо светит. Настоящий средний танк, что еще надо? Надо бы, конечно, брони. Но сколько у нас брони в башне, конечно, советский СТ этого поляка, играя от башни где-то, естественно, переиграют. Да и как и многие другие, те же самые всякие... не знаю, Центурионы, да даже СТА у японцев и все такое. Там где-то есть броня. Здесь у нас ее нет вовсе. Ребята, кто катает на CS-53 до сих пор, у кого стоит в ангаре, пишите, пожалуйста, свои комментарии, какое вы используете оборудование. Но, честно говоря, CS-53 я слабо представляю без турбины, без просветленки и без досола. Прожимайте свои лукасы. Подписывайтесь на канал, а я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.